Трехнедельная гонка, Гран-тур – это всегда экстремальное испытание для человеческого организма, то есть для спортсменов, персонала команды. И такое же экстремальное испытание даже и для техники, которая у нас здесь есть в большом количестве. Гран-тур – это все-таки огромный спортивный праздник. Не только для зрителей, но в том числе и для команды, для спортсменов. Когда вы едете по дистанции, по тем трассам, по которым проходит Джиро д'Италия, практически все в розовом, потому что люди радуются, люди пытаются участвовать, люди принимают. Для них это большой спортивный праздник. И мы этот спортивный праздник, естественно, ощущаем на себе. Профессиональный спортсмен выступает не для себя и даже не за деньги, а выступает в большей части для того, чтобы делать шоу. Шоу для других. Да, за эту работу он получает деньги, но без зрителя, без того, чтобы ты ощущал то, что твоя работа приносит кому-то радость, но ни о каком профессиональном спорте и речи быть не может. На Джиро д'Италия я появляюсь уже, болею третий год подряд. Италия – это одна из самых велосипедных стран. Велосипед здесь очень уважает и очень любит. Очень интересные кадры, очень интересные снимки получаются, массу впечатлений. Познакомился со всеми гонщиками. Дети, там, автограф твой просят, фотографироваться, там, тебя это как, еще и энергией заряжает. Я такого еще не видел. Гран-тур – это в велоспорте достаточно самая яркая гонка, то есть самая интересная и самая престижная. Это, можно сказать, является той точкой или той линией, куда уже, когда гонщик попадает, значит, он попадает в элиту велоспорта. 1000 человек, на какой 1000? Меньше, там 900 гонщиков профессиональных, это вся группа, весь пелотон, 40 команд, умноженное там в среднем на, не знаю, на 25. 900-1000 человек. Элита. Лучше их никого нет. Попробуй, войди в 1000 лучших людей в какой-нибудь определенной сфере деятельности, там, в 1000 Forbes попади, там, или в 1000 еще там лучших ученых. Да не попадешь. А вот они в 1000 находятся. Как здесь можно конкурировать? Здесь только по максам можно идти везде, максимум. Выиграть этап на Джиро – большое достижение в карьере гонщика. У меня есть опыт 12 таких побед. Именно благодаря им я известен широкой публике. Победа на Джиро открывает перед молодым спортсменом путь к долгой и успешной карьере. Я сегодня думаю, что мы отлично отработали, и могу сказать, что все молодцы. Потому что, смотри, даже невзирая на то, что у нас батя с Саней наловили немножко секунд, но это, вы не думайте об этом. Сейчас только начало гонки, и произойти еще много чего здесь произойдет. Потому что твоя будет задача оказать ему максимальную помощь, чтобы он не тратился. Это такое колоссальное событие, но для самих гонщиков это достаточно тяжелое как физически, так и психологическое мероприятие. На протяжении 21 дня одно и то же, да, так, день сурка. То есть это не 21 старт, сведенный в 3 недели, это много больше. С точки зрения и психологических сил, и физических сил. И вот на такой гонке вот это как раз показатель того, насколько ты можешь с собой управлять и управлять своими эмоциями. Обычно я самую длинную гонку до этого ездил 10 дней, а тут 21 этап. Не знаешь, как себя поведет свой организм в такой гонке. С одной стороны, ты все знаешь, ты приезжаешь на гонку и вроде бы в себе уверен,
Но когда ты попадаешь в эти экстремальные условия существования, я имею в виду день за днем вынужден выдавать свой максимум, да, то многие вещи, которые в обыкновенной жизни вроде как получались, перестают получаться. У тебя не должен не болеть ни живот, не болеть ни голова, у тебя не было температуры. Потому что должен быть месяц, считается, у тебя должен организм работать как часики. Можно сделать одну ошибку и потом до конца джира, до конца гонки не прийти в себя. Саня, отдохнул? Отпал? Да. Вообще на финише сильный ветер рисует. Прям ураган рисует? Ага. Да. Ну, не знаю, но значок вот этот штурмовой. Мне вчера 2 раза еще Значит, минимум. Да, выезжаешь, да, когда гора где-нибудь качается, да. Открытое место, и как Вот мы когда за 40 км до финиша последний спуск поехали, там какое-то место было, я просто в стране еду, как дунул, у меня аж колесо вот так вот пошло, переднее, на скорости там 60. Я думал, все, сейчас насмерть. Сразу пониже такой сел, руки напряг. Проедем, будет не вот этот подъемчик, только спуск туда к рецепции, да. А дальше от рецепции вниз спускаешься, и сразу указатели пойдут по тенции, километра 20. И один человек не меньше дейта, и один человек из Кристина Шупа. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ты еще будешь дать? Давай. О, наконец-то. Сейчас начнется подъем, будет внимание. День очень насыщенный, могу сказать так. Ну, начинается обычно по-разному, зависит от старта. Может в 6 утра, может быть в 7 утра, самое позднее. Первые просыпаются это массажисты с механиками, спортивными директорами. У нас накачка велосипедов, загружаем их на машины, чтобы все было готово, четко.
У нас есть повар Микеле с Эрикой, который занимается второй стороной вопроса, это питание. В 7 часов они уже на кухне. Кухня у нас это в виде грузовика отдельного, то есть у нас своя полевая кухня. Эрика составляет меню, а Микеле уже по этому меню готовит. Типичный завтрак гонщика включает в себя свежевыжатый апельсиновый сок, смузи, блины, разные фрукты, йогурт, яйца. В зависимости от того, какой предстоит этап, насколько он трудный, меню, конечно, варьируется. После чего просыпаются гонщики, идут на завтрак. Как правило, завтрак у них за 3-3,5 часа до старта, после чего команда вся в сборе выезжает на старт. Ваня, ты сегодня едешь в группе. Мы с тебя спросим на 2 равнинных этапах, спросим жестко. Ты должен подготовиться и должен показать то, зачем ты сюда приехал. Дальше. Дима, ты никуда не едешь, ни в какой отрыв. Твоя задача сегодня при помощи тех, кто остался в группе, начать гору впереди. Там, где ее начинают все остальные люди с такой же ногой, с такой же мощностью, как у тебя. И ты увидишь, насколько тебе будет легче с ними удержаться, потому что все, кто бросают, и всех, кого ты обгоняешь, там, они останутся позади тебя. За этот вопрос отвечает Дима лично. Вот сегодня надо это сделать. Батя, твоя задача сегодня первая атака, вот самая первая, кто? Это может быть ты, может быть тот другой, но либо ты начинаешь, либо кто-то. Вот с первой атакой сегодня поедешь. 90%, а может быть, 80-90, что ты уедешь в отрыв. Все идет нормально. Но, как я сказал вчера, нужно продолжать так же. Нужно сделать все, чтобы нас здесь вспоминали каждый день. А сейчас нас каждый день вспоминают и даже обращаются, как у вас так получается. Парни, мы в вас верим. Еще раз, в каждого из вас. Давайте сегодня еще раз покажем, на что мы способны. После того, как гонщики стартуют и уезжают, за ними двигаются технички с директорами, механиками. Массажисты делятся на 2 группы. Мантас, в данном случае у нас Мантас с автобусом едет сразу на финиш. Серега Покура вместе с Геннадием мчат на всех парах на питательный пункт. Вовремя успеть тогда очень сложно. Пункты питания, основные стационарные, где можно подавать сумки, определяют организаторы. Протяженность составляет порядка 3-4 километров. Когда ты сжигаешь 5-6 тысяч калорий на протяжении гонки, нужно как-то эти запасы пополнять. И это, конечно, не в том понимании, что там все остановились, поели и поехали дальше. Все это происходит на скорости. Там массажисты передают такие специальные сумки небольшие, в которых там все необходимое есть. Баретки, гель и то, что мы сами приготавливаем, это рисовые наши роллы, булочки с курицей, булочки с джемом, мармеладки заворачиваем, и крастаты. Он не везде продается, сладкий рис. Засыпается в мультиварку, добавляется фруктоза, добавляется джем, добавляется овсянка. Все это варится, доводится до нужной консистенции вот такой вот, чтобы было твердо, чтобы можно было завернуть. Обваливается в кокосовой стружке, чтобы не прилипало к фольге. И все, и ребяткам гонку.
Во время гонки тоже часто машина может подъезжать, гонщик вызывает машину, поднимает руку, соответственно, судейская машина вызывает техничку вперед в группе, и бачки передаются. Это такой тоже увлекательный процесс, потому что один обычно берет на всю команду и требует определенного мастерства и от спортсменов, и от тех, кто эти бачки передает. Но много разных хитростей, потому что можно обратить внимание, что передавая бачок даже спортсмена можно немножечко, не нарушая правил, особо подтолкнуть и как-то немного помочь ему, будем говорить так, совсем чуть-чуть меньше энергии потратить во время гонки. Ну вот Димон до группы затолкали, он здесь бачки набрал, сейчас отвезет народу. Сам я являюсь спортивным директором. На данной гонке мы представлены в числе 3 человек. Это Пауло Розла и наш генеральный менеджер Ренат совмещает по ходу этой гонки, тоже работает спортивным директором. В машине находится 3 рации. То есть одна рация — это между машинами, так как в гонке, и 2 спортивных директора. Это принять быстрое решение в зависимости от сложившейся ситуации. На самом деле у них есть хорошие шансы, им надо мочить просто. Жень, все отлично, просвет не уменьшается, то есть старайся все едь как он, то есть мочите до конца. Есть рация, которая работает в одном направлении, только на прием информации от организаторов гонки. И непосредственно связь с гонщиками. У каждого гонщика есть маленькая рация в кармашке с наушником. Также гонщик может ответить. И у спортивного директора есть микрофон, да, то есть по которому передается вся нужная информация и, соответственно, фидбэк от гонщика. Так что давайте все подгребаем туда вперед и садимся все вместе. Если мы сегодня настраиваемся на результат на финише, то кататься по задницам тут нельзя. Надо сразу себя мотивировать, садиться все вместе. Вместе с спортивным директором едет в машине механик, да, то есть при каком-то, так называемом, ДТП, да, то есть проколе, завале или еще каких-то, да, то есть всегда в машине найдется запасной велосипед, колеса. Он поменял велосипед V1R. Димон, мы едем сразу за судьей, твой велосипед у нас на 3 техничке, поэтому как будешь готов останавливаться, мы тебя сразу поменяем. Сейчас со спуска едем, сейчас буквально где-то метров через 300 будет подъем, давай там тормози, и мы уже едем сразу первые.
меня есть специальный рюкзак, мы его называем финишным рюкзаком, который заполнен спортивной экипировкой, а также заполнен различными восстанавливающими напитками. От углеводов простых, а также различных смесей углеводно-белковых. Гонщики приезжают на финиш, там их встречают. У нас, как правило, встречает доктор, массажист, сразу же раздаются напитки. Ты не даешь пока? Пашка, 100 метров спустись, там После чего гонщики едут в автобус. Если длинный переезд, то они принимают душ, также там приготовлена еда, и автобус со всеми гонщиками отправляется в отель. Если же отель достаточно близко, то быстрее будет гораздо доехать на велосипедах. В отеле гонщики идут на массаж. 6 велосипедов я ставлю. Велосипедист еще? После массажных процедур мы также используем весь набор физиотерапевтического оборудования, которое у нас имеется в команде, что способствует лучшему восстановлению гонщиков после этапа. Механики тем временем разгружают с машины велосипеды и начинают их мыть. Ужин у нас все вместе, то есть все гонщики стараются приходить вместе, чтобы пообщаться, обсудить какие-нибудь насущные дела, уже по сегодняшнему этапу, по завтрашнему. Ну и так между собой, потому что во время гонки им особо не удается поговорить. Базовые составляющие ужина – это разные овощи, обязательно паста, белое, красное мясо, рыба. Меню зависит от указаний диетолога, она разрабатывает его под каждый этап. Ну и заканчивается в основном недалеко, но за полночь. Работа очень разнообразная, и нагрузка тоже такая достаточно эндуранс. То есть получается, что Гран-тур — это для всех, это не только для спортсменов, это и для всего персонала тоже. У гонщиков тяжелая, опасная работа. Иногда они ошибаются, иногда падают, получают травмы. Спортивный директор иной раз должен быть громотводом, взять удар на себя. Если гонщик устал, я не понаслышке знаю, каково это, когда устаешь. Но чтобы работать со спортсменами и что-то получалось, нужно каждого изучить, и нужно, по крайней мере, понимать проблемы, которые есть у каждого, то есть учитывать, что творится у него за пределами спорта, да. Это уже будет вторая отсечка, здесь будет 27 километров. Потом вверх-вниз, потом здесь вот торчок, и вот это идет спуск. Вот отсюда идет спуск. И вот этот поворот, ты видишь, он такой правый, как бы он проходной. И сразу самая крутая часть — это вот эта гора. Вот отсюда до сюда. То есть если ты здесь разгонишь, то вот это вообще до сюда долетишь. Сколько, метров 500? Метров 500, да. То есть все бывает в жизни, и мы стараемся вникать в проблемы каждого. И, честно говоря, постоянно ловишь себя на мысли, что вроде бы ты идешь, и сейчас нужно там поругаться, а хоп, переключаешься на более мягкий режим общения, потому что понимаешь, что вот парень, у него там параллельно такие-то процессы в жизни идут, и сейчас не тот момент, когда нужно сильно давить, сейчас лучше поддержать. Но это психология, это трудно объяснить, но нужно, по крайней мере, каждого из них чувствовать и понимать, в какой момент какое слово сказать. 16 secondi per Mirko, facciamo un applauso a Mirko Maestri. Ci siamo, massima calma, 10 secondi per Mirko. Шубай.
Ну, боль при падениях, на самом деле, так, как издержки профессии. Отец к этому приучил. Всегда, когда я падал, встал быстро и поехал, все. Потом будешь смотреть, что с тобой случилось. Твое дело быстро сесть на велик и все, дальше продолжать гонку. Ну да, конечно, если там совсем произошло как бы, ну, сильное падение, там уже да, а если как бы там, ну, такое легкое, быстро встал, все, поехал. Кровообращение, все продолжается, циркулирует. И потом, когда ты приехал, помылся, отдохнул, и вечером или на следующий день утро, когда у тебя все стягивает, то тогда больно начинает уже двигаться и все. С одной стороны, меня нормально затормозило, потому что если бы я улетел в эту самую, он бы там еще лежал. Как бы, видишь, потому что я бы переломался, там, потому что как бы я бы ногой в эту бетонную улетел. Да, вот надеюсь, что все-таки без последствий таких сильных. Ну вот мы здесь, в принципе, вышли далеко. Слушай, уехала амбуланса, видимо, дала на локомате. Потом уже начали так сползаться. Sì, sono molto piccole proprio. Uscire sangue o già tutto già... Adesso, perché si è già... mi dai una... Да. Ветер, да, поднялся, по-моему? Я на спуске вообще так колошматило. Не, вот, наверное, из десятки я точно в поле лежал. Он агрессивный в плане езды, я считаю, он довольно-таки агрессивный вид спорта, потому что скорость, у нас нет никакой защиты, мы там, где здесь. Если нормальному, обычному там, обывателю объяснить, что едешь на велосипеде скоростью 100 км в час, где я живу в деревне, мне не поверят, могут даже в глаз дать за это, скажут, ты обманываешь. Держишь позицию, борешься, толкаешься. Просто до того момента, пока ты не пересек линию. Причем, ну ладно бы их гонщик спускался, и наши лезли, их гонщик никто не спускался. Страх всегда присутствует, ты всегда его перебарываешь. Нет такого, что ой, я испугался, там, не поеду. Такого нет. Один раз мне было страшно, когда я замерз. Спускались как раз в этап 16 на Стельвио. Было что-то 0, минус 1 градусов, снег, дождь. И я спускался один между двумя группами и как-то, ну, прям сильно замерз, руль не мог держать, но спускаться надо было и скользко. Я думал, сейчас упаду туда куда-нибудь в обочину, меня никто не увидит, я тут замерзну. Как бы у меня была вот эта паника, прям паника настоящая. Ты постоянно куда-то едешь. Либо ты едешь на поезде, потом садишься в автобус, садишься на самолет, приезжаешь, переодеваешься, едешь на велосипеде, приезжаешь, куда-то идешь. Ты постоянно куда-то двигаешься, ты куда-то идешь. Путешествовать, да, но иногда это становится слишком много. Иногда ночью просыпаешься и смотришь, где ты и вспоминаешь, ты в отеле, дома или на какой-то гонке. У меня такое частенько бывает. За счет велоспорта бываешь практически во всем мире. И обычному человеку не всем дано побывать в разных странах, а ты вот за счет спорта весь мир объездил.
Допустим, я когда в межсезонье приезжаю домой, там, на месяц, грубо говоря, думаю, быстрее уже надо там куда-то поехать на сбор или еще куда-то, Что-то надо делать, не могу на месте сидеть уже. И вот как бы сначала привыкал к этому, а сейчас уже настолько привык, что без этого уже и не могу. Ну, жизнь профессионального спортсмена – это в любом случае такая жизнь кочевника, можно так сказать. Профессиональный спортсмен проводит вне дома практически там, ну, может быть, 300 дней, 250-300 дней как минимум. Когда-то он выиграл, все мы когда-то что-то выиграли. Знаешь, что такое вкус победы? Это ни с чем не сравнимо. Это, не знаю, круче, чем секс, мне так кажется. Когда ты вот выдаешь полностью все, что в тебе есть, все свои силы, и когда ты финишируешь, тебе даже плохо, ты не можешь на ногах стоять, и ты вот получаешь эту эйфорию. Ни с чем не сравнить. Вот в обычной жизни это ни с чем не сравнимо. Это лучшее состояние вообще, что может быть для меня. И вот ради этого это меня и мотивирует идти дальше, терпеть и выходить на старт. Когда вот это случается, тогда ты думаешь, да, вот, наверное, ради этого стоило было там все эти годы там тренироваться, в чем-то себя ущемлять, идти на всякие жертвы, там, не быть дома месяцами. Гоняться, сколько позволит жизнь, и выступать как можно лучше. И все. Охота, что стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом, побеждать на гран-турах. Вот, например, в октябре мне велоспорт не нравится. Я уже считаю дни, когда закончится сезон. Но спустя 2 недели мне уже хочется вернуться на велосипед. Я знаю, что это рано или поздно все-таки закончится. Спортсменная карьера не такая длинная, мне уже 36. Я наслаждаюсь, вот насколько это можно. Думаю, рано или поздно все равно это все закончится. Когда есть хорошее самочувствие, состояние, нога, то хочется сделать максимум, там, выпрыгнуть из себя, сделать что-то сверхвозможного. Мотивация болельщиков, то, что постоянно поддерживают нас. Даже людей ты этих не знаешь, но все равно мотивирует, то, что там болеют, тоже переживают. И охота вот, ради них постараться. Если брать учебу, да, провести там параллель учебы и спорт, то есть в учебе я не был силен, скажем так, то есть у меня проблемы были в школе, там родители, призывы, там, либо там ПТУ, там, что-то армия, еще там, плохой ученик был, скажем так. А как-то вот когда попал в спорт, и получается, вот языки вот мне как-то, получается мне выучить, интересно. Иногда даже приятно, когда идешь там в Москве, и, там, слышишь там какого-то голландца, который там в метро в нашем пытается там до откуда доехать, и там 5 слов, и ты как-то такой раз думаешь, молодец, пошел, ты думаешь, вот вроде 2 колеса спорт, а как бы так дает. Мы хотим показать родителям в первую очередь, что детей можно и нужно отдавать в такой вид спорта, как велосипедный. Потому что это огромный пласт европейской культуры, который настолько популярен, что позволяет быть сильным, быть известным. И мне очень хочется, чтобы, вот увидев этот фильм, дети захотели стать велосипедистами профессиональными. А в этом случае наша команда рано или поздно получит новых чемпионов, которые, может быть, рано или поздно выиграют эту гонку. Гонку под названием Giro d'Italia.